Приветствую, мои любимые яхтсмены. И у нас есть классная традиция с Дюссельдорфа показывать какую-то одну необычную, уникальную, интересную яхту. И в этот раз я вам подготовил сюрприз. Вот на этом месте в том году стоял вот такой вот скелет. И ребята из Германии рассказывали, что на следующий год они притащат сюда очень уникальную и необычную яхту. И, друзья мои, вуаля, у нас здесь теперь стоит яхта. И яхта действительно очень необычная и очень интересная. Во-первых, она из алюминия, очень хорошо сделана, борт действительно очень гладенький. У нас здесь есть все. У нас здесь стоит подрулька, друзья мои, подъемный киль с бульбом и Pilot House, то есть такой кроссовер. У нас здесь 42 фута яхты Pure 42. Поехали посмотрим. С вами Саша Горан, и вы на канале Интерпарус. Кроссоверность этой яхты, кроссовость, начинается уже вот с киля. И киль у нас, ребята, подъемный, с бульбом. При общем водоизмещении яхты 9,8 тонн, в киле и в бульбе мы имеем 3,3 тонны. И все это опускается на осадку 3 метра, друзья мои, 3 метра осадка вот у этой 42-футовой лодочки. Оцените этот восстанавливающий момент, я представляю ее как бы скорость. В подъемном состоянии, вы видите, осадка у вас составляет 1,20 м. И, как вы видите здесь, она может становиться без киль-блока на киль и на 2 пера руля. То есть вы знаете, что Гарсия, Люрес, Алюбат делает подобное. И вот Pure 42 имеет такую же самую возможность. Уникальность лодки на этом не останавливается, ребятки. И пойдем посмотрим, как выглядит у нас внутренняя структура. Мы имеем полностью алюминиевую яхту, и она вот закольцована. Вы видите шпангоуты полностью. Это дает дополнительную жесткость и легкость. То есть, как я вам сказал, полное водоизмещение 9,8 тонн. Из них треть уже у вас в киле. Оцените эту систему подъема киля. Она уникальная и достаточно мощная, да? Киль у нас здесь кинжального типа, ребятки, входит и выходит. Вся лодка сделана из алюминиевого сплава, кроме крыши. Сам топ можно сделать любого цвета. У нас здесь в носу вы увидите отсек непотопляемости. То есть у нас здесь такой сейф-бокс. То есть вот этот отсек у нас отделен. Вот, ну, я не знаю, что нужно, чтобы пробить этот корпус. Ну, мало ли, кто-то может постараться. Кроме этого, обратите внимание, у нас защитный скех на сейл-драйве стоит. Ну, такой снизу еще усиленный пятаком. И пройдем в корму, мы видим у нас 2 пера руля. И мне интересно наблюдать, как они установили защитные аноды. И они прямо вот в такой выемке находятся. Я вижу, что сами баллеры достаточно мощные такие, рассчитанные на прямое попадание снаряда, как говорится. Что ж, друзья, давайте поднимемся и оценим эту яхту изнутри. Камон! Давайте заценим кокпит, и он у нас действительно пуританский. Вы видите
некрашенный алюминиевый сплав, да, он покрывается оксидной пленочкой. Вы уже знаете, друзья мои, если поцарапать его, то он опять затягивается оксидной пленкой. И, в принципе, если царапина не глубокая, то, по сути, ничего с ним не нужно делать. Оцените арку, да, и на арке у нас вынесен радар, громкоговоритель и вот такая подсветка. Гордый немецкий флаг развивается на лодке. И оцените ширину кормы. Опять же, ребятки, это яхта 42 фута. Достаточно широкая лодка у нас получилась. Это откидная платформа, да, вот ее тут интегрировали в стенд, но здесь у нас откидная платформа и очень-очень большой рундук. В принципе, здесь можно даже тузик затолкать в вздутом состоянии. Опля! Мы имеем два практически одинаковых поста рулевых, практически. Отличие только у нас ручка газа и болтрастер. Под сидушками, опять же, развиты рундучки и такой ни разу не маленький газовый баллон на 5,5 килограмм. Покрытие идет из резины, очень мягкое, на пробку похоже, то есть можно ходить босиком. Вот здесь можно сделать вот такую вот штуку, да. Ну, это если ты под креном идешь, да, и так вот можно проруливать и себе вот поглядывать вдаль светлое, красивое будущее. Я могу сказать, что верфь постаралась на славу и взяла все самое лучшее, самое качественное. Здесь у нас лебедки Андерсон стоят, здесь. Кроме того, они используют технику НКИ, это французская навигационная техника. Они ее спарили вместе с карплотером Raymarine, потому что НКИ не производит чарт-плоттеры. И опять же, есть легкий намек на дизайн, то есть черный короб Raymarine, антенны Raymarine у нас, черные стойки, черный штурвал, вот черная эта панель. То есть стиль выдерживается. И лодка намекает на такой Гелендваген, но с элементами тюнинга. Я считаю, что даже для такой пуританской яхты дизайнеры молодцы, и они отлично поработали, потому что вот сама оранжевая крыша просто как изюминка. И даже вот солнечные панели приклеенные, они опять же выглядят как элемент дизайна, ребятки. Что ж, давайте пройдемся снаружи, да, и потом нырнем в наш салон. Там есть что посмотреть. Мы имеем скрытую, ребятки, проводку. Оцените эти надписи. Они крупные, действительно. И они еще светоотражающие. Вообще, капец. Что ж, проходим. Мы здесь видим, что у нас заводятся гикошкоты сюда, да, и они, видимо, возвращаются куда? Мэнши, да, они возвращаются у нас в кокпит. Имеем здесь солнечные панели. Я должен сказать, ребятки, что эту лодку верфь хочет выпускать максимально серийно. Все в курсе, что такое алюминиевое производство. И вот эти ситуации, как на других верфях, когда проект уходит в 3 года, в 4 года, они хотят этого избежать. Поэтому сразу вас предупрежу, что они хотят ее выпускать максимально вот в таком виде, как он есть. Допускается цвет крыши, еще мелкие изменения. Но в целом Pure 42 будет вот в таком виде, как мы видим. У нас здесь имеются калитки бортовые с каждой стороны. Развитый такой фальшборд, как для яхты. Наши погоны управляются дистанционно. Вы видите, вот оранжевая линия идет. То есть мы ими можем руководить прямо с кокпита. И здесь на баке мы видим, это не пиллерс, это наш шток киля. Вот так вот его выкрутило, понимаете, вот так он у нас торчит. И вот наш степс, куда подводится вся, в принципе,
проводка. То есть здесь у нас должна быть мачта, а тут у нас проходит погон автоматического стакселя. Ну, тоже, видимо, продумали свою концепцию. Теперь, друзья мои, оцените размер этого люка. Он гигантский. Это, мне кажется, вообще 60 или 70 на 70. Это люки у нас, которые дают освещение и вентиляцию в душ и в носовую мастер-каюту. Фурдек достаточно просторный, ребят, как, опять же, для яхты 42 размера. Здесь можно размещаться. И давайте оценим наш форпик. Здесь можно увидеть всю мощность корпуса, как он добротно и надежно сварен. Но это внушает, конечно, доверие. Сверху мы видим цепной ящик с нержавеющей цепью. Жду уже комменты суровых яхтсменов о том, что нержавейку нельзя с алюминием мешать. Давайте, пишите, делайте свое дело. И бушприт, который нам позволяет поставить и генакер, и код Zero. Что ж, ребятки, углубимся в кокпит. Здесь мы имеем комментсы, старые добротные комментсы, где мы можем чего-то полезное и нужное положить. Я прям проностальгировал. Подушечки, собственно говоря, не помешают. Вот. Но, опять же, ширина кокпита, она огромная, как для 42-й яхты. И, смотрите, у нас козырек заходит вот сюда. То есть здесь можно укрыться. Вот. И стол, ну, такого взрослого размера, ребятки. То есть, если мы его полностью разложим, то да. Хотя даже вот в таком виде он выглядит классно. Убирается он. Вот так вот. Оп. У нас ветровички здесь. И опять же отсюда мы уже наблюдаем за морем, да. То есть у нас обсервация здесь 360 градусов. Ну да, нам здесь ничего не мешает. Оцените, у нас тут 2 компаса и 2 маленьких монитора. Настраиваются они самостоятельно. Не знаю, зачем 2 компаса, но, опять же, в нынешних условиях они не помешают. И выглядят они как украшение. Прям красивенько. Я вот думаю, может себе где-то поставить такие вот с такой подсветочкой модной. Класс. Здесь у нас вот такое углубление. Оно нужно, если волна у вас закидывает с кормы. Здесь у нас 2 мощных слива, таких 2 больших шпигата, чтобы отвести эту волну, собственно говоря, за борт. И тут у нас шпигат, и тут у нас с этим все окей. Камон, салон. Что ж, друзья, здесь у нас имеется вот такая вот дверь. Оп, оп, ку-ку. Да, видите, Pilot House позволяет вот такую дверь разместить прямо слайдингом вовнутрь. Вот. И давайте оценим, что мы здесь имеем. Начнем с обеденной зоны. Блин, ну вот дек-салон, скажем, да, не Pilot House, окей, дек-салон. Мне такие лодки очень нравятся, то есть ты сидишь за обеденным столом, и ты видишь, наблюдаешь море. То есть, по сути, это такое вот продолжение кокпита. Здесь действительно очень светло. Очень много освещения. Сверху у нас еще 2 люка имеются. Давайте оценим. Обивка у нас идет вот с такой ткани, да, которая моется. Ивар мне сказал, представитель верфи, что каждую панельку, вот эту, можно снять руками, чтобы иметь доступ к любой части вот корпуса, к любой части для обслуживания. Что мы имеем? Мы имеем стол. Этот стол складывается, и здесь можно разместить спальное место. Да? Вот эта часть стола складывается. Внутри стола у нас есть еще всякие штучки. Вот, вы думаете, это что? Индукционная печка? Нет, это планшет, друзья мои. Вот. Так. Смотрите, как выходит светильничек. Блин, слушайте, ну классное решение. Настолько неожиданное и настолько простое. А что мы имеем тут? А здесь, друзья мои, просто такой рундук. Зарядочный хаб со всеми видами розеток. И вот это подключение у нас к сети Kenmea и к NKE. Подключение через USB. Ну, наверное, тоже это дело нужно.
Стол отличный. Здесь ниже бортик, здесь выше. И этот бортик с этой стороны служит поручнем, да, за который можно ухватиться. Также, друзья мои, мне нравится вот этот светильничек. Он у нас зарядка идет. Очень даже такой приятный светильник для чтения. То есть, когда ты лежишь, можно читать себе, опять же, книжечку. Ну вот, и с этой стороны у нас есть светильничек. Красота. Очень правильно вынесена VHF-ка. Здесь она у нас находится. Поручни тоже вот из алюминия. Алюминий позволяет экономить толщину. Вот, то есть, ребята молодцы, они заморочились очень-очень хорошо со всем этим. Да, оценим, здесь у нас тоже рундуки, то есть количество рундуков, ну, глобальное. Под столом рундуки, здесь рундуки, то есть с местами для хранения проблем нету. И давайте пойдем на наш камбус, на нашу кухню. Тут есть что посмотреть, потому что уже размер для лодки в 42 фута, он действительно вражающий. Смотрите, мне очень понравились вот эти бортики из натурального дерева, из дуба. То есть за них можно хвататься, и они как бы защищают от скатывания все ваши бокалы с виски. Яхтостроители заморочились настолько, что используют просто каждое пространство. Вы вот оцените вот такие вот фичи. А это у нас раздельный мусорник. У нас здесь вот. Блин, они его на 3D принтере напечатали. Офигеть, да? То есть, чтобы использовать все пространство, вот этот у нас треугольный такой, а этот вот с такой выемкой. Блин, ну просто достойно восхищения. Ну и ходит все достаточно так вот добротненько, хорошая фурнитура. Смотрите, какое толковое решение, ребятки. У них хорошая здесь большая мойка, одинарная, то, что мне нравится. И маленькая вот для сушки, если что-то надо сложить, вот здесь. То есть она не забирает пространство, не крадет. И на кнопочке у нас даже вот здесь закрывашка работает. Такой крутой у нас этот самый смеситель. Да, вот даже с намеком на профессиональность. Вот. И вот эта штука мне тоже очень нравится, очень она мне зашла. Далее. В углу, ребята, у нас холодильничек имеется. Правильно. Угловое пространство не должно пропадать. Здесь у нас хранилище. Они с подсветкой, ребят. Ну, она мерцала, поэтому мы ее отключили. Но с подсветочкой вообще очень бомбово выглядит. То есть вот там хранилище на протяжении борта всей кухни. Далее у нас здесь уже имеется индукционка. Правильно, если вы стоите у причала, вы можете пользоваться индукционкой. И в то же время на кардане у нас здесь стоит трехкомфорочная развитая такая плита для 42 размера. Ребят, зайдите на 47-й Бенету и посмотрите на тот обрубок, который там стоит, блин, на огромной яхте. Здесь же, друзья мои, пацаны установили хорошую, нормальную духовку нормального размера. Очень хорошо служат вот эти штуки, прям вот за них удобно и хорошо цепляться. Что это у нас? Это у нас холодильник. Видите, опять же, они его прикрыли панелями, и выглядит это очень здоровски. Холодильник какой-то модный, вы посмотрите внутри, как он классно выглядит, прям. Я бы ничего не ложил, просто бы тут любовался. В кухню встроена сразу 12-вольтовая панель, маленький карплотер НКЕ. Виктрон показывает всю ситуацию у нас по электроэнергии, да, то есть у нас здесь стоят литий-феррумфосфатные батареи, солнечные панели ничего не дают. Удивительно. Мы имеем отопитель Webasto, изоляция для алюминиевой лодки must have и все управление 12-вольтовыми приборами. Вот. И опять же, работая здесь, ты видишь полностью всю обсервацию, ты видишь все море, и это прекрасно, ребятки. Что ж, друзья мои, углубимся в яхту. Здесь мы имеем каюту. Это как кормовая каюта в однокорпусной яхте. Но размер кровати, он впечатляет. И мне нравятся вот эти боковые такие бортики мягкие, такие спинки. Ну, детям вообще здесь зайдет. Им здесь будет нравиться. Они будут просто
с ума сходить здесь. Опять же, хорошее дерево, качественное, вставки сделаны. Иллюминатор здесь. Это у нас просто вентиляция. И вот огромный световой иллюминатор сверху. То есть он нам поставляет отличный солнечный свет вот в нашу небольшую каюту. И это важно. Оцените размер этого шкафа. Он впечатляет. И зеркало. Зеркало здесь просто мечта. Оно огромезное, просто огромезное зеркало. Вот, ребята, ну, как бы не самая плохая каюта для яхты 42 размера. А по правому борту, ребятки, у нас здесь находится туалет. Вы посмотрите на этот размер унитаза. Он огромный просто. Итальянская Текма здесь стоит, которую мы ставим на большие катамараны. Далее, вот это место, как сказал Ивар, может кастомизироваться. То есть вот эта часть, ее можно менять. То есть здесь может быть штурманский стол, здесь может быть 2 кровати, здесь может быть просто шкаф. То есть вот тут верфь как бы допускает какие-то кастомизации. В данном случае здесь заказана вот такая вот кроватка. Опять же, у нас здесь огромное количество, ух ты, всяких шкафчиков. Ну, шкафчики такие продуманные. Каждое маленькое место, оно здесь... О, ух ты, класс! Оно используется. Классненько. Мечта организаторов. Я знаю таких организаторов, они маньяки. Далее. Вот здесь, друзья мои, оцените, во-первых, эту дверь. И у нас здесь огромного размера душ, в который можно вот просто зайти. Стекло, блин, ну как-то смело, но да. Полностью выделенный душ у нас и размер вражая, как говорится. То есть, ну, нормальный домашний такой санузел. Вот. Опять же, здесь очень много всяких хранилищ внизу. Я не буду туда лазить, это не совсем интересно, но их достаточно вот под сланиями. А мы пока переместились в каюту хозяина, в хозяйскую каюту, мастер-каюту, мастер-бедрум. Вы видите, что вот сделана кровать вот таким вот способом, но здесь можно добавить вставочку, и у вас будет полностью вот большая такая двойная кровать. Такой северный дизайн. Зацените вот этот серый цвет с бежевой тканью. Так, очень интересно выглядит. Панели сделаны так, чтобы вы их могли всегда самостоятельно снять, чтобы был доступ к любой части корпуса. Это вот концепция верфи. И у нас здесь 4 светильника для чтения. И это правильно. То есть, кто хочет головой туда ложиться, кто хочет головой сюда. То есть, вы можете себе выбирать светильники. Посмотрите на этот шкафчик. Как он классно сделан, ребят, да? Вот с этими штырьками. Этот бортик, ну, просто обаяшительный. И даже здесь телевизор есть. Ну, ребят, это, по-моему, не телевизор, это монитор. Ага, прикольно. Не тачскрин. Вот, ну да, это монитор, чтобы выводить всю полезную информацию, мультики, все дела. Вот. Тут же мы видим этот люк огромный, да, который мы видели с вами с палубы. И в целом, опять же, для 42 размера, ну, каюта очень-очень хороша, просторно сделана и очень уютно. Ну, и радует, кстати, что уходит вот эта тема с классическими каютами, что вот все должно быть с красного дерева. Вот, то есть домашняя хорошая каюта. Давайте оценим высоту надо мной. Ну, здесь я могу повыше стоять, здесь пониже, да. Скажем, 2-метровому челу будет как-то тяжеловато, но как-то уж приспособиться. Что еще хочется оценить? Выводы Webasto, выводы отопителя везде, в каждом пространстве вот они присутствуют. И это хорошо, потому что будет равномерное отопление идти. Это важно. Кроме того, красная подсветка уже в базе у нас идет, потому что лодка все-таки для ночных переходов в том числе. Вот. То есть я вот вижу, что везде присутствуют вот эти фонарики.
И посмотрите дверь, да, блин, огромная широкая дверь, собственно говоря. Это все покрашено, И шкафчик ни разу не маленький, ребятки. У нас тут лестница даже есть. Вот, ну, шкаф взрослого размера. Вечерние платья здесь разместятся. Что ж, друзья, лодка меня просто удивила, офигеть удивила. Из цифр в конце можно сказать, что у нее 100 квадратов основных парусов и мачта 18 метров. То есть это такой гоночно-джипово круизный кроссовер. У лодки четкая, внятная концепция. Мне иногда жалко смотреть на яхты, которые вот сделаны просто удивить. Нет, у этой яхты четкая концепция, четкое понимание аудитории. И очень важно, что верфь действительно собирается делать модель, ну, насколько это возможно для алюминиевой яхты, конвейерным способом. Чтобы не делать вот эти задержки. То есть это не для людей, которые балдеют от строительства экспедиционной яхты. Извините, ребята, да, но вот такие есть, которые годами мечтают, потом годами строят, потом годами достраивают, потом годами модифицируют. Вот у Гарсии, да, лодки стоят и не ходят. А здесь же яхта предназначена для того, чтобы на ней ходить. Она быстрая, легкая, прочная, надежная. Вот. И она мне очень понравилась. Если она понравилась вам также, либо другие яхты, либо вы хотите научиться управлять такой или другой яхтой, вы, ребятки, знаете, к кому обращаться. К команде Интерпарус, ко мне, к Саше Горану. А мы с вами прощаемся и до встречи в морях.